Всем привет! Сегодня мы будем с вами создавать карту нормали для текстуры кокошника. Справа вы видите, как она выглядит уже в готовом эффекте. Смотрите, в Photoshop мы вставляем нашу готовую текстурку. Сверху нажимаем фильтр и выбираем раздел 3D «Создать карту нормалей». Высвечивается у нас вот такое окошко. Там очень важный раздел с галочкой «Инвертировать высоту». И этот раздел отвечает за то, насколько у вас текстура будет выпуклая или с углублением. Есть размытие настройки, масштаб деталей. Масштаб деталей отвечает за резкость вашего рельефа. И на самом-то деле все гениальное просто потому, что наша текстура уже готова. Я экспортирую ее в PNG формате на прозрачном фоне, потому что если она будет занимать весь холст, то она будет и весить больше. Смотрите, сверху обязательно поставьте галочку «Файл меньшего размера». У вас будет текстурка весить меньше, потому что чем меньше она весит, тем меньше места она занимает в Spark. Итак, открываем Spark. Добавляем Face Tracker, Face Mesh, делаем, как всегда, ретушь, все как обычно. Здесь очень важный момент. В Accuracy мы ставим High, и тут мы ставим None, и обязательно 100%. То есть, когда вы будете в проект добавлять ваши текстуры, они будут загружаться без компрессии, в самом лучшем качестве. Тут я уже создала плен, так как у меня это будет кокошник. Тут очень важно выбрать тип материала Physically Base. Добавляем нашу текстуру кокошника. Тут я подстраиваю кокошник под размер головы. Ну и побольше я его делаю, чтобы в принципе нам было видно, как меняется текстура. Тут я создаю копию нашего кокошника, то есть второй кокошник будет с типа материала Flat, чтобы вы наглядно увидели, насколько меняется текстура и какая разница у текстуры просто Flat и у текстуры с нормалями. Давайте же перейдем к настройкам нашего кокошника. В раздел Normal мы добавляем нормаль, который мы создали с вами только что в Photoshop. Металлик мы выкручиваем до конца, то есть 100% ставим. Roughness лучше поставить где-то от 30 до 40%. Внизу у нас Color Encoding я оставляю формат RGB, вот, и вы можете проэкспериментировать, как смотреться будет лучше. В Emission мы вставляем нашу текстуру и можем тем самым ее осветлить, то есть добавить цвет, потому что у нас была очень темной. Обязательно добавляем окружение в Environmental. Тут мы выбираем картинку, которая больше всего по стилю подходит вашей текстуре. Или, допустим, вы можете посмотреть, как она влияет на текстуру, потому что текстура может быть очень светлой, значит, нужно будет выбрать окружение чуть темнее. Шестереночку вы можете крутить как угодно, как больше всего вам понравится. Это тоже очень зависит, как будет смотреться ваш объем на текстуре. Но я, конечно, в восторге, как работают нормали, потому что просто посмотрите, из 2D картинки вы сделали объем, как будто это 3D-шка, как будто это настоящие бусики. Это выглядит очень круто. Тут я немножко решила подправить emission, чтобы у меня кокошник был чуть-чуть посветлее, поярче. Немножечко я здесь добавила золотого цвета. Тут, в принципе, я вам показала обычные стандартные настройки для нормалей. Вот, текстура с этими настройками не будет супер глянцевой, но в то же время должна немножечко блестеть. Видите, как там на кокошнике сияют ленточки, объемные бусинки. Есть объем у полотна кокошника. На самом деле я просто в диком восторге. Смотрите, еще очень важный момент. У всех текстур проверьте, чтобы стояла None. Без компрессии, потому что если вдруг вы забыли сделать это в начале, в конце вы все равно лучше проверьте и перепроверьте.
потому что настройки могут слететь. Вот, в принципе, и весь урок. Я очень надеюсь, что эта информация вам была полезной, так что всем спасибо и всем пока!